То есть первоосновой нашего материального существования есть материальное представление о себе, ложное представление о себе и о том, что все принадлежит мне. Wanting to keep that way of thinking. И желая как бы сохранить такого рода настроение. In spite of having heard all this sambandha gyan, all this knowledge about the true relationships. Несмотря на то, что мы получили самбандха гьяну, то есть знания о наших подлинных взаимоотношениях с Господом, о нашей подлинной связи. Because that is like sitting in a rowboat. И это подобно тому, как сидеть в лодке и грести. And having the boat still tied to the pier. Грести, находясь в лодке, которая привязана к причалу. You cannot get anywhere in this way. То есть вы вряд ли куда-то приплывете таким образом. Yeah. And of course the holy name is all powerful, but if we do something like that, then he simply becomes mad at us. Конечно, святое имя всемогущее, но если вы будете практиковать такое настроение, святое имя разгневается на нас. Okay, it's getting more and more difficult. Итак, Which one is remaining? становится все сложнее и сложнее. Что у нас еще осталось? Какое оскорбление? То есть критика преданных и оскорблять критика преданных и проповедовать славу святого имени. The first half, yes, I have heard. That was the first to be mentioned. This Vaishnava Parad. Vaishnava Parad мы уже упомянули в самом начале. But the other half of what you said, where we should not preach to the faithless, I have not heard that. Но проповедовать неверующим я этого не слышал. Because that would make every preacher that we have around there in the public would make him an offender to the holy name. Потому что это фактически сделает каждого публичного проповедника оскорбителем святого имени. There's always some faithless person hearing. Потому что всегда есть в аудитории присутствует кто-то из неверующих. No, what is that true formulation? What is Итак, that she meant to say? Какова правильная формулировка этого оскорбления, кто может сказать? It's partly true. Yeah, that is. Sometimes it is written like that, but what it actually is. Но на самом деле в чем суть? It is to give the holy name to a person who has no faith. Давать святое имя тому, кто не обладает должной верой. That refers to the spiritual masters. Это в большей степени относится к духовному учителю. So there comes a very decent young person to the spiritual master. То есть, предположим, духовному учителю пришла какая-то молодая личность. And that guru, he knows his family. И гуру знает его семью. And thinks, oh, when I make him my disciple. И он думает, ну, если я его сделаю своим учеником, there will be big guru dakshina. Я получу большую гуру дакшину пожертвование. And my very meek and humble temple will grow into a big, huge mission. И мой более чем скромный храм разрастется в огромную проповедническую миссию. So he may not really want to take initiation, but I'll get him to that point. Ну, пусть скажем так, эта молодая личность не особо горит желанием принять посвящение, но я сделаю все возможное для этого. So that would be considered offensive in this. То есть вот такое настроение почитается как оскорбительное.
Or, или же, unless somebody is a Mahabhagavat, если человек не является Махабхагаватой, to indiscriminately initiate people or somebody without really having tested if that person has faith. то есть Махабхагават это того уровня, когда он может проповедовать без всяких различий или ограничений, вне зависимости, обладает человек верой или нет. So, just in a big assembly, there are hundreds, and I'm such a big guru that I attract all those, and I give all of you initiation to the holy name. То есть вот такое большое собрание, где сотни людей, я такой великий гуру, что я всем могу дать святое имя Господа. Because I have a quota for this year to make 5,000 new ones, and well, still 1,000 are left. So how many? Okay. Потому что у меня уже запланировано 5000 посвящений, не достает только 1000. Так, сколько здесь собралось? That would fall into that category. То есть это также будет относиться вот к такой категории. So that is not really an offense for the everyday practitioner, but for the spiritual master. То есть фактически это оскорбление в большей степени относится не к рядовым, скажем так, практикующим, а к духовным учителям. Yeah, the preachers will go out and spread the glories of the holy name. Но безусловно проповедники будут повсюду распространять славу святого имени. And those who are attracted will come, and those who don't have faith and no interest, they will go their own way. И те, кто привлекутся, придут, а те, кто не привлекутся, будут следовать своему пути. So no offense to the holy name in doing that. В этом нет ничего оскорбительного по отношению к святому имени. So we still have some offense outstanding. Итак, у нас еще осталось одно оскорбление. Now we have what did you say? To consider the glory, the glories of the holy name as an over-exaggeration. As an exaggeration, yes. Yes, there is so much said about the powers of the holy name. Да, очень много сказано о силе святого имени. You read Harinam Chintamani. Если мы, например, обратимся к чтению Харинам Читамани. What just the semblance of the holy name, it doesn't have to be the holy name proper, what that already can do. Где описывается даже то, что способно сделать тень святого имени. Imagine Shri Krishna is so merciful that even if somebody speaks the holy name without meaning to say the holy name, he gives him. То есть даже Шри Кришна столь милостив, что если кто-либо неосознанно повторяет святое имя, то Шри Кришна дарует ему даже как благословение, возможное освобождение из этого материального существования. Bodhаян Mахарадж today he mentioned the case of Ajamila. Бодхаян Махарадж, в частности, сегодня он упомянул историю Аджамилы. On his deathbed, будучи на смертном одре, seeing those fearsome Yamadutas approach him, он увидел этих посланников Бога смерти, устрашающих Ямадутов. Yeah, those guys with fearsome long teeth and claws and with the ropes to fetch his soul to take it. То есть он увидел вот этих вот ребят с огромными клыками и когтями, размахивающими лассо. So that scared, he called his son. Это естественным образом очень сильно испугало его, и он тут же позвал своего маленького сына Нараяна. He named his son Narayan, which is a holy name. Он назвал своего сына Нараяна, что само по себе является святым именем. Because in his youth he had some pious upbringing. He was a Brahmin boy. Потому что он получил должное
благочестивое воспитание, родившее в семье брамина. So even though he did not want to call the Supreme Lord, he wanted to call his son. И несмотря на то, что он фактически обращался не к Верховному Господу, а к своему собственному сыну, But being supremely merciful, the Supreme Lord sent his messengers. но будучи в высшей степени милосердным, Верховный Господь послал за ним своих посланников. And they did not take him immediately, but they chased those Yamadutas away. Они не забрали его тут же в обитель Господа, но, по крайней мере, они прогнали посланников Бога смерти Ямадутов. And Ajamil had another chance. He was in either he was reborn, the story doesn't really tell how it came, but he remembered and led a very pious and devotional life from then on. И далее не вполне понятно, не вполне до конца описано как, то возможно он переродился, но так или иначе ему был дан шанс провести какое-то время в благочестивой жизни. And then when that lifetime ended, then those same Vishnudutas, Vishnu's messengers, came again to take him. И когда вот этот отрезок благочестивой жизни уже был завершен, Ямадуты, прошу прощения, Вишнудуты, посланники Бога Вишну вернулись за ним, чтобы забрать его в обитель Господа. Or the holy name may not even be spoken together. Или, возможно, даже святое имя будет произнесено с разрывом. There may be somebody speaks a word that has the syllable ha and the syllable re somewhere in it. They don't have to be together. Или же, возможно, кто-то произнесет слово, где вначале будет ха, а в конце будет ре, что-то другое посередине. Shri Krishna in his supreme mercy said he spoke the holy name, get some credit. И Шри Кришна, поскольку этот человек произнес так или иначе святое имя, он уже наделяет его благословением. So, such mercy of the holy name that is described elaborately, if somebody thinks, yeah, that is just there in the scriptures to get you to start chanting that holy name. И кто-то может сказать, ну, послушайте, это все Писание говорят с тем, чтобы просто вдохновить нас на воспевание святого имени. But actually the result is not that. Ну, результат на самом деле не столь, скажем так, не столь грандиозен. So that thought would be offensive. Но вот такое настроение считается оскорбительным. So, do we have another left? Yes. У нас осталось еще какое-то оскорбление, не так ли? At least I know. По крайней мере, я знаю. Давайте интерпретацию святого имени, свою интерпретацию. Придумывать. Кто первый у нас? Давать свою интерпретацию святым. Ну, от себя выдумывать. Yes. Да. That's a nice one. Это хорошее. Yeah. To think about. Хорошее замечание. To think about an interpretation to the holy name, to that psalm. То есть давать собственную интерпретацию воспевания святого имени. There are those very scientific intellectuals who can do that. Есть такие очень научно настроенные интеллектуалы, которые могут пытаться делать это. They can analyze the sound vibration that they make and which chakra that touches and what that does to your mental health and whatnot. И они, скажем так, анализируют влияние этой звуковой вибрации, горе, как она на ментальном уровне все проходит через различные чакры, какое благоприятное воздействие она оказывает. Но это все чепуха. Even if that was so and the holy name has such an effect.
И даже пусть и так, пусть бы Святое Имя имело бы такой эффект, that is not, or it would be offensive to just consider that quality of the holy name. Все равно это бы считалось оскорблением, скажем так, ну, принимать такое сильное, фокусировать такое сильное внимание на вот этой характеристике Святого Имени. Once there was a learned man, he came to Sri Chaitanya Mahaprabhu. И однажды один ученый муж пришел к Чайтанье Махапрабху. And he said, I have written a little treatise on the an interpretation to the holy name. И он сказал, вот я написал трактат, посвященный интерпретации Святого Имени. And Chaitanya Mahaprabhu responded, На что Чайтанья Махапрабху ответил, a little disgusted with that idea of hearing an interpretation of the holy name. Он был, мягко говоря, обескуражен тем, что была такая попытка дать свою интерпретацию Святому Имени. And Chaitanya Mahaprabhu said, I don't know any other interpretation to the holy name than he is the darling black son of Mother Yashoda. Он сказал, я не знаю никакой другой интерпретации Святого Имени, кроме как дорогого темновикого сына матери Яшоды. Chaitanya Mahaprabhu rejected that from the very beginning, so I don't want to hear your commentary and your interpretation. То есть таким образом Чайтанья Махапрабху сходу отверг такого рода интерпретацию Святого Имени, он не желал даже слушать его. So now, the Pandit, who gives me one more? Итак, кто у нас тут пандит? Кто? Did you have another one, or was that the one that you had? Приравнивать воспевание своего имени к несла кармической деятельности. Благочестивая кармическая деятельность to actually put equally the chanting to the holy name of the holy name to the pious calming activities. Did you all hear that? Все слышали, да, это оскорбление? То есть приравнивать воспевание Святого Имени к благочестивой кармической деятельности. So in the Vedic scriptures, there is a lot of description about what to do to live peacefully and happily in this world, this homa and that yagya and this prayashtita, and so many things that you can do to atone for sin or to get the sun or to do this and that and that and that. Итак, в ведических писаниях есть описание множества, скажем так, благоприятных ритуалов для достижения благих целей, для получения сына. Там предписываются всякого рода ягни, ритуалы, а также покаяние. And to think that the holy name is just one of those processes to obtain something mundane, something material, that is offense. И приравнивать воспевание Святого Имени к одному из таких вот процессов, это также является оскорбительным. Who knows another one? Кто знает еще одно оскорбление? Сохранять привязанность к материальному. Yes. Невнимательное воспевание. Inattentive chanting. Невнимательное воспевание. What does that mean? Что это означает? Or to ask the other way around, if there is inattentive chanting, there must be attentive chanting also. So what is that? Или если мы несколько иначе сформулируем, то есть если есть невнимательное воспевание, то есть, соответственно, и внимательное. И что означает внимательное воспевание Святого Имени? Сконцентрированное только на
сконцентрированная только на воспевании, без лишних мыслей, и медитация на Радху Кришну, наверное. Focused chanting, concentrated chanting, сконцентрированное воспевание без лишних мыслей. Да, да, да. Without any actually other thoughts, and the meditation. Meditation on the holy name, Медитация на святое имя, which is not different from Krishna. которая не отличная от Шри Радхи Кришны. Inattention, actually, as it is described in the Hari Nam Chintamani, is of three kinds. И невнимательность, как описывает Харинама Чинтамани, бывает трех видов. One section is indifference. И одна из разновидностей невнимательности – это индифферентность, безразличие. So chanting the holy name without really endeavoring to concentrate. То есть воспевать святое имя, не пытаясь сосредоточиться. While doing something else. Думаешь, вернее, совершаешь что-то другое еще параллельно. Driving the car, going shopping, cooking, watching TV, having a chat. То есть, например, быть за рулем автомобиля и воспевать, совершать какой-то шопинг, разговаривать с кем-то, болтать или еще что-то там. Телевизор. Можно спросить, а если в этот момент мысли все равно уходят куда-то, это тоже является оскорблением? Момент воспевания. Да. We get to that. Да, мы как раз к этому подходим. So the first one of those three forms of inattentive chanting was the indifference, so not really caring for chanting the holy name properly. То есть вот как раз первое, что называю индифферентность, безразличие, это означает не слишком, не прилагать должных усилий, while doing something else. Делая что-то помимо этого. We are told that we should chant the holy name always and everywhere. Итак, нам было сказано, что мы можем повторять святое имя всегда и повсюду. But that does not refer to our japa that we have vowed to chant every day. Но поверьте, что это не относится непосредственно к нашей практике повторения на четко джапе, которую мы дали обет повторять каждый день. Even while walking, while driving, while going shopping, while cooking, going to the bathroom or whatever, I can sing, I can remember the holy name. То есть фактически да, мы можем, будучи за рулем автомобиля, совершая шопинг или готовя что-то для Господа, мы можем памятовать и воспевать святое имя Господа. But I don't, or I should not, try to absolve my vow of certain rounds on a day while I'm doing all these other things. Но в то же самое время нам не рекомендуется исполнять свой обет воспевания святого имени на четках, делая что-то параллельно. How would you think of somebody who does his meditation while he drives the car? Как вы себе представляете кого-то медитирующего за рулем автомобиля? It's a pretender. Мне кажется, это притворщик. Yeah. So how is that meditation going? Close your eyes, focus on the Agya chakra. И что это за медитация? Закройте глаза, сосредоточьтесь. And that's how you drive the car. Yeah. So, yeah. Nobody, you will not consider or you will not think of somebody serious who says he does his meditation while he's driving the car.
То есть вряд ли вы серьезно воспримете того, кто скажет, что он медитирует во время езды за рулем. So in our meditation on the holy name will only be fruitful if we do it in the meditative state. То есть наша медитация будет плодоносной лишь только тогда, когда мы делаем ее в медитационном состоянии. Our chanting of the holy name is a name. We are calling somebody in our meditation. То есть наша медитация на Святое Имя состоит в том, что мы призываем кого-то в этой медитации. You're inviting Shri Krishna by that calling into your heart. Мы фактически приглашаем Шри Кришну в наше сердце. And you cannot do that while you're going on a walk, or while you're cooking, or while you're watching TV, or having a conversation. И вы не можете это делать просто на прогулке, общаясь с кем-то или просматривая телепередачу. The holy name is way too precious, way too sweet, than to waste it in such a manner. Ибо Святое Имя слишком ценно, чтобы им пренебрегать вот таким вот образом. And please forgive me, I don't want to offend anybody. И простите меня, пожалуйста, мне бы не хотелось никого оскорбить. Even while sitting and listening to a class,